Всем привет! Давайте посмотрим, какая карма настигнет сплетников за твоей спиной. И в долгий ящик, я думаю, откладывать не будем. Приходите в проживание арканов. Давайте начнем наш расклад. Единичка. Ну смотри, ну смотри. Они сейчас вот активно тебя грязью поливают, рассказывая всем там, какая ты плохая, завидуют тебе, твоей свободе, твоему успеху. И знаешь, что с ними случится? Они мамами станут. Вот именно вот эти женщины, да, которые сейчас треплют тебе нервы, через год-два будут сидеть дома с детьми и о тебе вспоминать. Вот коллега, которая постоянно тебя подкалывает на работе, говорит там: ты слишком амбициозная, ты слишком живая и так далее, что мужикам якобы такие не нравятся. Вот она забеременеет скоро от своего мужчины, который даже жениться на ней не собирается. Она будет сидеть в декрете, копейки считать, завидовать твоей свободе будет. А ты в это время будешь карьеру строить, будешь путешествовать, будешь жить для себя. А подруга, которая за спиной всем рассказывает, что ты там эгоистка, что думаешь только о себе, она тоже скоро родит и поймет, что материнство — это не только радость, но и огромная ответственность. Будет ночами не спать с ребенком, будет пеленки стирать, забудет про маникюр, про одежду красивую. А ты будешь цвести и пахнуть. И знаешь, что самое интересное? Эти женщины, они, вот как сказать, очень плодовитыми станут. У них будет не один ребенок, а вот 2-3. Они прям погрузятся в материнство с головой и забудут про все свои сплетни. Они реально завидовать будут твоей независимости молча, потому что у них просто не будет сил, времени на пересуды эти. А еще они превратятся в домохозяек. Пироги печь, варить борщи, гладить детские вещички. Ты скажешь: это же счастье. Нет, не в их случае, потому что каждый из них строит из себя такую сейчас независимую. Ты бы знала, сколько у них планов. И туда попутешествовать, и там побыть, и так далее. Но они станут домашними. Ни одна мечта их, она не сбудется. Понимаешь? Они даже в магазин будут ходить в спортивках. А ты будешь ходить там на встречи деловые, в красивых костюмах, а там важные вопросы решать, зарабатывать деньги хорошие. Они сами выбрали вот эту судьбу. Я еще раз повторяю. Вот, знаешь, по поводу рождения детей, да, это счастье, но не в их случае. Понимаешь? Потому что все планы на их жизни, они просто сгорят. Вот так вот проще. Потому что у нас вопрос, какая карма настигнет. И вот все их мечты, желания, там хочу 50 мужиков и так далее, все это не сбудется у них. Ну и мужчины, которые не захотят на них жениться. Понимаешь, да? Давайте посмотрим двоечек. У двоечек совсем другая волна. К тебе вот в жизнь мужчина придет, который устроит им настоящую вот головомойку. Это не твой мужчина будет, то есть не в отношениях вы будете, а какой-то вот влиятельный человек, который тебя заметит и защитит. Это или новый начальник, или вот клиент или коллега новый. Просто авторитетный знакомый, так назовем. Вот те женщины с работы, которые постоянно обсуждают твою личную жизнь, говорят там: ты разборчивая, ты неразборчивая, и вот это вот все.
И вот этот мужик, он поставит на место так, что они языки свои проглотят. Он публично скажет им, что завидовать нехорошо, что лучше бы о своих мужьях подумали. И вот этот человек, он, знаешь, он спокойный и уравновешенный. Но когда дело коснется справедливости, он не промолчит. Он увидит, как эти женщины тебя травят, и просто решит вмешаться. Вот прям в глаза скажет, что ведут они себя, вот как сказать, по-детски, что ли, что взрослые люди так не поступают. И самое интересное, эти сплетницы себя полными дурами почувствуют. Они просто поймут, что их поведение выглядит жалко и мелочно. Особенно, когда это мужчина скажет, знаешь, вот который, как сказать, которого они уважают. Я поэтому говорю то, что или начальник, или кто. И им станет стыдно, что они просто перестанут на тебя смотреть. Еще этот мужик, он, знаешь, он всем расскажет, какая ты на самом деле классная. Просто он публично похвалит твою работу, похвалит там твой характер, достижения, все, что с работой связано. И все вот эти сплетницы засунут свои языки в свои некрасивые попки. Понимаешь? Им просто придется признать, что они были неправы. Но самое болезненное для них будет то, что они поймут, что просто проиграли в честной борьбе. Они тебя очернить хотели там сплетнями, а ты просто хорошо работала и с собой была. И вот этот вот авторитетный человек, он заметит именно тебя, а не их. И это будет ударом по их самолюбию, потому что он начнет тебя, вот как сказать, на работе, когда тащат, не по как сказать, не по блату, а вот, как сказать, поднимают по карьерной лестнице. Вот он так будет делать. И эти жизни, и женщины, они просто поймут, что потратили время, энергию на вот эти пустые пересуды и так далее, потому что рано или поздно ты станешь, как сказать, вот начальником над ним. Главнее их, вот так скажем. То есть этот мужик тебя вытянет. Давайте посмотрим троечек. У троечек, знаешь, какая-то самая жестокая карма. То есть вот эти сплетники, они сами себя загонят в ловушку своими же словами. Все вот эти сплетни, грязные, злые языки, они обернутся против них самих. То есть они станут жертвами собственной мерзости. Вот стерва, которая вот рассказывает, что ты с начальником спишь и так далее, вот она скоро сама попадет в скандал на работе. То есть ее поймают, как сказать, на интрижке с женатым коллегой. И все узнают просто правду. Ей придется уволиться от стыда. Потому что у нее тоже есть муж, и у него жена. И просто вот все всплывет. А соседка, которая всем рассказывает, что ты там плохо живешь, мужики убегают от нее, соседка или подруга. У нее у самой муж найдет любовницу и на развод подаст. Она, знаешь, она останется одна, причем с ребенком, и просто поймет, как это быть объектом сплетен. То есть она сама станет объектом сплетен, понимаешь? То есть все будут обсуждать ее, вот этот развод. И вот все именно будет так, как она раньше обсуждала твою жизнь. Но уже будут обсуждать ее. Понимаешь? И самое страшное все для этих людей, они, знаешь, они поймут, что сами создали вокруг себя вот эту атмосферу ядовитую. Потому что их собственные слова, их собственные поступки, они притянут к ним то же самое зло, которое они источали, понимаешь? Они хотели разрушить там жизнь твою сплетнями, вот этими всем, вот этим, как сказать, вот этими ядовитыми языками. И просто разрушили свою жизнь. И самое интересное, они не смогут ничего изменить, потому что репутацию, которую они сами себе создали, она будет их годами преследовать. Люди будут помнить их как вот сплетница, лгуньи, змеюк, то есть с людьми, с которыми противно дальше даже, извини меня, в поле рядом сесть какать.
И с ними случится то же самое. Никто просто не будет им больше верить. Ну, вот ты сама бы хотела там, когда знаешь, что человек говно, у него там что-то покупать, какие-нибудь курсы и так далее и тому подобное. Нет, вот это все всплывет. И просто эти женщины окажутся в полной изоляции. Ими будут пользоваться только такие же токсичные люди, а нормальные стороной будут обходить. Просто потому, что эти люди, вот эти сплетники, они создали себе репутацию ядовитых змей. Ну и, соответственно, будут пожинать плоды. Ну а какой говнюк, извини меня, будет нормально что-то делать, когда все знают, что он говнюк, так ведь? Вот. То есть вот так вот. Тупиковая ситуация во всех трех вариантах. Подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик и помните, что дед всегда рядом.